Привет, друзья! А вы знали, что на одном из греческих островов есть пляжи, которые входят в список самых красивых в мире? Добро пожаловать на Левкаду, остров с бирюзовой водой, белоснежными скалами и настоящей атмосферой греческого рая. В этом видео мы расскажем, чем Левкада отличается от других островов Греции, где найти самые живописные места и как провести здесь незабываемый отдых. Поехали! Левкада – один из Ионических островов Греции, обладает богатой и разнообразной историей. Первые следы поселений на острове датируются эпохой Неолита. В бронзовом веке остров был важным центром культуры и торговли, а археологические находки свидетельствуют о контактах Левкады с микенами. В архаический период Левкада принадлежала коринфянам, которые построили мост, соединяющий остров с материком, что сделало его стратегически важным пунктом в регионе. В классический период в Пелопоннесской войне поддерживала Корниф и Спарту против Афин. После победы Македонии под руководством Филиппа II и Александра Македонского Левкада стала частью их обширной империи. В эллинистическую эпоху остров попал под власть Рима и оставался важным торговым и административным центром. В эпоху Византийской империи Левкада подверглась многочисленным пиратским нападениям и стала частью оборонительной системы Ионических островов. После падения Константинополя остров перешел под контроль норманнов, а затем Венецианской республики, которая оставила значительный след в архитектуре и культуре Левкады. Венецианское правление длилось несколько столетий, в течение которых остров процветал благодаря торговле и сельскому хозяйству. Однако в 17 веке Левкада неоднократно становилась объектом борьбы между Венецианской республикой и Османской империей. В конце концов, остров попал под османское господство, которое продолжалось до конца 18 века. После французской революции Ионические острова, включая Левкаду, ненадолго стали частью Французской республики. Затем контроль над островом перешел к Русско-Турецкому союзу, а позже к британцам. В 1815 году Левкада стала частью Объединенных Ионических островов под британским протекторатом. В 1864 году Левкада вместе с другими Ионическими островами была официально передана Греции и вошла в состав современного греческого государства. Во время Второй мировой войны остров оказался под оккупацией итальянских и немецких войск. После войны Левкада пережила период восстановления. Сегодня остров известен своей богатой историей, культурными традициями и великолепной природой. Археологические памятники, венецианские укрепления и традиционные деревни сохраняют память о прошлом Левкады, делая ее не только популярным курортом, но и важным культурным центром региона. Ландшафт и рельеф острова Левкада отличаются разнообразием и гармоничным сочетанием горных массивов, плодородных равнин и живописного побережья. Остров связан с материковой частью Греции с помощью узкого искусственного канала и передвижного моста. Большую часть территории Левкады занимают горы и холмы, покрытые густыми лесами, оливковыми рощами и виноградниками. Наивысшая точка острова – гора Ставрота, которая поднимается на высоту около 1182 метров над уровнем моря. Гористая местность обеспечивает захватывающие виды на побережье и море, а также служит природной преградой, формирующей уникальные климатические и природные условия в различных частях острова. Внутренние районы острова богаты зелеными долинами и плато, где расположены традиционные деревни и сельскохозяйственные угодья.
Реки и ручьи острова преимущественно сезонные. Они оживают после дождей и питают плодородные земли. Побережье Левкады представляет собой чередование крутых скал и длинных песчаных пляжей. Западное побережье известно своими впечатляющими белыми обрывами, которые резко спускаются к лазурным водам Ионического моря. Эти скалистые берега формируют один из самых живописных и знаменитых пляжей Греции – Порто Кацики и Эгремни. Восточная сторона острова более пологая и защищенная. Здесь находятся спокойные бухты и естественные гавани. Кроме скал и пляжей, Левкада славится своими мысами и лагунами. Мыс Левката на юго-западе острова является знаковым местом благодаря своим отвесным белым скалам, которые дали название острову. Лагуна рядом со столицей Левкадой является важной природной экосистемой и служит убежищем для множества видов птиц. Гармония гор, долин и побережья придает Левкаде особую красоту и делает его привлекательным как для любителей пляжного отдыха, так и для ценителей активного туризма и природных достопримечательностей. Климат острова Левкада типичен для Ионических островов и относится к среднеземноморскому типу с мягкими дождливыми зимами и жарким, сухим летом. Географическое положение и ландшафтные особенности острова влияют на формирование локальных погодных условий. Зима на Левкаде умеренно прохладная и влажная. Температура редко опускается ниже 10 градусов по Цельсию, даже в самые холодные месяцы – январь и февраль. Частые дожди способствуют насыщению почвы влагой, благодаря чему остров остается зеленым даже в зимний период. Ветры зимой могут быть довольно сильными, особенно на побережье и в горах. Весна приносит постепенное потепление и сокращение осадков. В марте и апреле температура поднимается до 15-20 градусов по Цельсию, а природа острова расцветает яркими красками благодаря обилию влаги. Май уже практически летний месяц с температурой около 25 градусов по Цельсию и минимальными дождями. Лето на Левкаде жаркое и солнечное. Средняя дневная температура в июле и августе достигает 30-35 градусов по Цельсию. Но морские бризы смягчают жару, особенно на побережье. Осадков практически нет, и солнечные дни следуют один за другим. Восточная часть острова обычно менее ветреная, чем западная, что создает разные климатические ощущения для туристов. Осень наступает постепенно, начиная с сентября, который остается теплым и сухим месяцем с температурой около 25-30 градусов по Цельсию. В октябре начинают появляться первые дожди, но погода по-прежнему остается мягкой. Ноябрь становится более прохладным и влажным, предвещая начало зимнего сезона. Левкада славится своими ветрами, особенно в летний период. На западной стороне острова они создают идеальные условия для занятий водными видами спорта, такими как виндсерфинг и кайтсерфинг. Эти ветры обычно умеренные, но иногда могут быть довольно сильными, особенно в прибрежных районах. Общее количество солнечных часов на Левкаде высоко, более 2500 часов за год, что делает его привлекательным направлением для туристов в любое время года. Благодаря мягкой зиме и комфортной температуре летом, климат острова считается одним из самых приятных среди греческих островов. Население острова составляет около 23 тысяч человек, и большинство жителей сосредоточено в столице
городе Левкада, а также в крупных прибрежных поселениях, таких как Нидри и Василики. Внутренние районы острова, особенно горные деревни, менее густо населены, но они сохраняют традиционный уклад жизни. Основной язык, на котором говорят местные жители, греческий, но в туристических районах широко распространен английский, а также встречаются итальянский и другие европейские языки. Большинство жителей исповедуют православное христианство, и религиозные традиции занимают важное место в их жизни. Влияние церкви ощущается в архитектуре острова, где можно встретить множество старинных церквей и монастырей. Экономическая деятельность населения связана в основном с туризмом, рыболовством и сельским хозяйством. Летом местные жители заняты в гостиничном бизнесе, работают в ресторанах, магазинах, занимаются прокатом лодок и организацией экскурсий. В сельскохозяйственном секторе преобладают виноградарство, оливковое производство и выращивание цитрусовых. В горных деревнях до сих пор можно встретить ремесленников, занимающихся ткачеством и изготовлением сувениров. Демографическая ситуация на острове относительно стабильна, но наблюдается тенденция к сезонной миграции. Многие жители уезжают на материк или на другие острова в поисках работы в зимний период, когда туристический поток снижается. Однако в последние годы интерес к Левкаде как к месту постоянного проживания растет, особенно среди иностранцев, которые покупают здесь недвижимость и переезжают на остров. Остров Левкада обладает богатым и разнообразным природным миром благодаря сочетанию горных, равнинных и прибрежных экосистем. Флора острова типична для среднеземноморского региона с обилием вечно зеленых и лиственных растений. На склонах гор и холмов произрастают густые леса из пиниевых и кипарисовых деревьев, которые создают живописные зеленые ландшафты. В долинах и на равнинах встречаются оливковые рощи, виноградники и цитрусовые сады, что отражает сельскохозяйственную деятельность острова. Большую часть естественной растительности острова составляют кустарники, маки и ароматные травы, такие как розмарин, тимьян и лаванда. Весной и летом Левкада расцветает яркими полями дикорастущих цветов, среди которых анемоны, нарциссы и орхидеи. На побережье можно найти песчаные дюны, покрытые специфической растительностью, адаптированной к соленой морской среде. Фауна Левкады также разнообразна и включает множество видов птиц, млекопитающих и морских обитателей. Лагуны и прибрежные районы служат убежищем для множества видов перелетных птиц, включая цапель и уток. В горных районах обитают мелкие млекопитающие, такие как зайцы и лисы, а также разнообразные виды рептилий и амфибий. Морская экосистема вокруг Левкады богата рыбой и морскими обитателями. Воды Ионического моря населяют дельфины и морские черепахи каретта-каретта, которые находятся под охраной. Местные рыбаки часто вылавливают скумбрию, морского окуня и осьминогов. Особого внимания заслуживают редкие растения и животные, характерные только для этого региона Ионических островов. Охраняемые природные зоны и национальные парки помогают сохранять биоразнообразие острова. Остров славится своими многочисленными природными и культурными достопримечательностями, которые привлекают туристов со всего мира. В столице острова, городе Левкас, можно увидеть живописные улочки с традиционной архитектурой и историческими зданиями. Особого внимания заслуживает церковь святого Мина с богатым внутренним убранством и иконами.
Также стоит посетить археологический музей Лефкады, где представлены артефакты, рассказывающие о древней истории острова. На западном побережье расположены знаменитые пляжи Порто-Кацики и Эгремни, которые считаются одними из самых красивых в Греции. Белые скалы, окружающие пляжи, создают контраст с лазурной водой, что делает это место идеальным для любителей природы и пляжного отдыха. Пляж Катизма привлекает туристов своей протяженностью и развитой инфраструктурой. Мыс Лефкада на юго-западе острова является историческим и природным памятником. Белые скалы мыса, уходящие в море, связаны с легендами о древнегреческой поэтессе Сапфо, которая, согласно мифам, совершила здесь прыжок в море из-за неразделенной любви. Панорамные виды на Ионическое море делают мыс популярным местом для посещения. В восточной части Лефкады находится курортный город Нидри, который славится своими уютными пляжами и возможностью отправиться на экскурсию к близлежащим островам Меганисии и Скорпиос, некогда принадлежавшей семье Анасисов. Водопады Димасари неподалеку от Нидри являются природной достопримечательностью, где можно увидеть каскадные воды, окруженные зеленью. Внутренние районы острова привлекают традиционными деревнями, такими как Карья, известная своими текстильными изделиями ручной работы. Деревня Эксаломпа предлагает потрясающие виды на горные ландшафты и побережье. Монастырь Фенаромени, расположенный недалеко от столицы, является главным религиозным центром Лефкады. Этот монастырь, окруженный соснами, обладает богатой историей и хранит множество икон и церковных реликвий. Культурные и природные достопримечательности Лефкады делают его идеальным местом для тех, кто хочет насладиться уникальным сочетанием истории, природы и традиционной греческой атмосферы. Транспортная инфраструктура на острове Лефкада хорошо развита и предоставляет различные варианты передвижения для местных жителей и туристов. Остров соединен с материком с помощью передвижного моста через узкий искусственный канал, что позволяет легко добраться до Лефкады по суше без использования паромов. Это делает Лефкаду уникальной среди Ионических островов и значительно упрощает логистику. Основным способом передвижения по острову является автомобильный транспорт. Аренда автомобилей и мотоциклов очень популярна среди туристов, так как это позволяет свободно исследовать как прибрежные зоны, так и горные районы острова. Дороги на Лефкаде преимущество асфальтированы, но некоторые участки, особенно ведущие к уединенным пляжам, могут быть узкими и извилистыми. Вождение требует осторожности из-за крутых поворотов и перепадов высот. Автобусное сообщение на острове организовано местной транспортной компанией. Автобусы связывают столицу острова Лефкас с основными населенными пунктами, такими как Нидри, Василики и Агиос Никитас. В сезон летнего туризма автобусные маршруты становятся более частыми, что позволяет удобнее добираться до популярных пляжей и достопримечательностей. Также имеются междугородние рейсы, соединяющие Лефкаду с Афинами и другими городами Греции. Такси доступны в популярных туристических районах, их можно заказать по телефону или найти на специализированных стоянках в крупных городах. Цены фиксированные для популярных маршрутов, таких как поездки из столицы на пляжи или портовые города. Морской транспорт имеет большое значение, особенно для путешествий на соседние острова и организации морских экскурсий. Из порта Нидри отправляются регулярные паромы на острова Меганиси, Итака и Кефалония. Василики является вторым крупным портом
и предлагает морское сообщение с Кефалонией. Множество частных судов и яхт также доступны для аренды или экскурсий по живописным прибрежным зонам и скрытым бухтам Левкады. Для любителей активного отдыха и коротких поездок велосипед является удобным и экологичным вариантом. В столице и некоторых курортных зонах можно арендовать велосипеды. Пешеходные маршруты также популярны среди туристов, особенно в горных и природных районах острова. Транспортная доступность и разнообразие способов передвижения делают Левкаду удобным и привлекательным направлением для путешествий. Остров Левкада предлагает разнообразные развлечения, способные удовлетворить интересы самых разных путешественников. Природные условия острова создают идеальные возможности для активного отдыха. Левкада считается одним из лучших мест в Греции для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом, благодаря постоянным ветрам на западном побережье. В районе Василики и пляжа Ай-Янис работают школы и прокат снаряжения для новичков и профессионалов. Морские прогулки и экскурсии на яхтах популярны среди туристов, которые хотят исследовать живописные бухты и посетить соседние острова, такие как Меганисси и Скорпиос. Многие туристические компании предлагают дневные туры с возможностью купания в кристально чистых водах и посещением скрытых пляжей. Для тех, кто предпочитает спокойные прогулки, предлагаются аренды яхт и катеров. Пляжный отдых на Левкаде – это еще одно популярное развлечение. На острове множество красивых пляжей, таких как Порто-Кацики, Эгремини и Катизма, где можно загорать, плавать и наслаждаться природными видами. На некоторых пляжах есть бары и рестораны, которые предлагают прохладительные напитки и традиционные блюда. Горные районы острова предлагают возможности для пеших прогулок и трекинга. Внутренние маршруты проходят через живописные деревни, сосновые леса и дают возможность увидеть удивительные виды на Ионическое море. Одной из популярных природных достопримечательностей является поход к водопадам Димосари. Любители истории и культуры могут посетить музеи и архитектурные памятники. В столице острова, городе Левкас, можно посмотреть археологический музей и этнографический музей, а также полюбоваться старинными церквями. Монастырь Фанеромени, расположенный в живописной местности, является не только религиозным, но и культурным центром. Ночная жизнь на Левкаде сосредоточена в городе Левкас и курортном Нидре. Здесь расположены многочисленные бары, кафе и клубы, где можно насладиться живой музыкой и танцами до утра. Более спокойную атмосферу можно найти в прибрежных тавернах, где предлагается традиционная греческая кухня и местные вина. Ежегодно на Левкаде проводятся культурные мероприятия и фестивали. Особой популярностью пользуется фестиваль фольклора, который проходит в августе и собирает участников из разных стран. Это событие позволяет познакомиться с греческими традициями, музыкой и танцами. Для тех, кто ищет расслабляющий отдых, на острове доступны различные спа-процедуры и массажные салоны, а также занятия йогой на свежем воздухе с видом на море. Остров предлагает широкий выбор вариантов проживания, подходящих для различных бюджетов и предпочтений туристов. В столице острова, городе Левкас, можно найти современные отели, апартаменты и бутик-гостиницы, которые предоставляют комфортные условия для отдыха и удобный доступ к магазинам, ресторанам и достопримечательностям. Курортные зоны, такие как Нидри и Василики, пользуются популярностью среди туристов благодаря развитой инфраструктуре и близости к морю.
В этих районах расположены как крупные отели с бассейнами и спа-центрами, так и более скромные семейные гостиницы. Многие отели предлагают услуги аренды автомобилей, экскурсионное обслуживание и доступ к морским видам спорта. Для любителей уединенного отдыха на острове доступны виллы и дома для аренды. Большинство таких объектов расположены в живописных местах с панорамными видами на Ионическое море или окружающие горы. Виллы часто оснащены собственными бассейнами, просторными террасами и современными удобствами, что делает их идеальным вариантом для семей или больших компаний. В деревнях внутренней части острова можно найти традиционные гостевые дома и агротуристические комплексы. Такое проживание позволяет лучше узнать местную культуру, попробовать домашние продукты и насладиться спокойной атмосферой деревенской жизни. На западном побережье Лефкады, недалеко от известных пляжей Порто-Кацики и Катизма, также расположены уютные апартаменты и небольшие семейные гостиницы. Они предлагают удобный доступ к природным достопримечательностям и создают отличные условия для пляжного отдыха. Для путешественников с ограниченным бюджетом существуют хостелы и кемпинги. Кемпинги обычно располагаются в живописных местах рядом с пляжами и предлагают базовые удобства, такие как душевые и кухня. Это популярный вариант среди любителей природы и активного отдыха. Многие объекты размещения на Лефкаде предлагают онлайн-бронирование и гибкие условия проживания, что делает планирование поездки удобным и простым. Независимо от выбора жилья, туристы могут рассчитывать на гостеприимство местных жителей и комфортный отдых. Остров Лефкада уникален среди Ионических островов тем, что до него можно добраться по суше, без необходимости использования парома. Он соединен с материковой частью Греции подвижным мостом через узкий канал, что обеспечивает легкий и удобный доступ на автомобиле. От Афин до Лефкады расстояние составляет около 380 километров. Дорога занимает примерно 4-5 часов по современным автомагистралям. Также возможен проезд из других крупных городов, таких как Патры и Салоники. Для тех, кто предпочитает общественный транспорт, доступны междугородние автобусы. Они отправляются ежедневно из Афин, Патр и других городов и прибывают в столицу острова Лефкас. Автобусы предлагают комфортабельные условия для поездок и являются экономичным вариантом. Ближайший к Лефкаде аэропорт расположен на материке, в Привезе, и называется аэропорт Актион. Расстояние от аэропорта до острова составляет около 20 километров, и дорога занимает примерно 30 минут. Аэропорт обслуживает внутренние рейсы из Афин и международные рейсы из многих европейских городов, особенно в летний туристический сезон. Из аэропорта можно добраться на такси, арендованном автомобиле или трансфере, предоставляемом гостиницами. Морской транспорт также является важным способом сообщения для тех, кто путешествует между островами. Из портов Нидри и Василики отправляются регулярные паромы на острова Меганиси, Итака и Кефалония. Путешественники, прибывающие на другие острова Ионического архипелага, могут использовать эти маршруты для дальнейших поездок. Для владельцев яхт и частных судов Лефкада предлагает современные марины и причалы, включая крупную марину в городе Лефкас. Это удобный способ прибытия для тех, кто путешествует по Ионическому морю. Независимо от выбранного способа, добраться до Лефкады можно легко и комфортно, благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре. Вот и подошло к концу наше путешествие по острову Лефкада. Мы увидели невероятные пляжи, красивые горные пейзажи и узнали, что это остров
Настоящая жемчужина Ионического моря. Надеюсь, что информация была полезной, и теперь вы точно захотите посетить Лефкаду. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные путешествия. Напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось на Лефкаде. До встречи в следующих видео.